Всем привет! Отличная находка для любителей КВ-диапазона. Далее в ролике сравним и качество звучания с таким приемником, еще сравним и с новинкой, которой также есть полноценный обзор на нашем канале. В целом обо всем подробно далее в ролике. Всем приятного просмотра. KKR24 Technologies. В комплекте поставки фирменная красочная упаковка. Данный прибор, помимо того, что располагает отличной функцией однополосной модуляции, так называемый SSB приемник, еще может похвастаться и авиадиапазоном, которое крайне не хватает в модели 330 для многих пользователей. По комплектации основной объем занимает сам радиоприемник, который, как видим, поставляется в таком фирменном чехле. Материал здесь похожий на эко-кожу с таким тиснением, но с виду сделано все отлично. Не знаю кому как, но для любителей маршрутов дальнего следования есть смысл подумать про вес и объем, который будет занимать у вас в рюкзаке. И если это никого не напрягает, то, на мой взгляд, этот приемник один из лучших как по функциональности, так и по полноценной работе с однополосной модуляцией. Смотреть руководство пользователя не вижу никакого смысла, поскольку язык применяется только китайский, но основные технические параметры тут все-таки можно понять. Блок преобразования постоянного напряжения. Судя по весу, можно предположить нормальный линейный трансформатор, и для тех, кто собирается слушать приемник от бытовой сети, то в отличие от импульсного блока, здесь должно быть значительно меньше генерации помех. Из недостатков вот такая вилка, которая не подходит для наших стандартов розеток, потому производителю есть смысл комплектовать сразу хотя бы переходниками. Выходной ток 300 мА должно хватить не только для полноценной работы приемника, но и для зарядки никель-металл гидридных аккумуляторов. И если кто помнит, такой оригинальный блок питания раньше поставляли в комплекте с моделью 450. Разъем в диаметре вот такого сечения и с длиной провода чуть более 1,5 метра. Далее в комплекте идут вот такого неплохого качества наушники, очень мягкие провода и достаточно хорошего качества изготовления. Чувствуется и режим эффекта полноценного стерео, но это уже заслуга ресивера, и наушники, даже если кому-то не пригляделись, в любом случае радует факт их наличия в комплекте. Далее в комплекте видим такую антенну, есть и зажим для удобства крепления. Разъем здесь стандарта mini-джек 3,5 мм, и длина такой антенны, как видим, более 5 метров. Ну и такой уплотнительный материал для более надежной транспортировки. Мировой охват частотного диапазона как раз можно здесь разместить для удобства в качестве быстрой подсказки. Такой информационный буклет с частотным и часовым поясом уже комплектуются более старшие дорогие модели наподобие 990 и выше. А здесь в базе можем видеть отличный внешний вид, и данная модель, мне кажется, будет вытеснять сразу с рынка две модели. Поскольку самый большой недостаток этих приемников — это высокая стоимость, и похоже, что производитель прислушался к пожеланиям пользователей, выпустили почти похожую модель, но более упрощенную, как у вас на экране, и с более низкой стоимостью. Хотя данная модель получилась гораздо интереснее, и поэтому большинство пользователей захотели получить в данном корпусе начинку от 660 модели, и как результат рождения данной модели, сочетающей в себе лучшие качества двух предыдущих поколений моделей.
Но если сравнивать с самой популярной 310 моделью, это снова размеры прибора, а так по дисплею и в целом по качеству изготовления старшая модель смотрится лучше. А если сравнивать еще более современные модели 320 или 330, то габариты это снова весомый аргумент в пользу выбора того или иного прибора. Но несмотря на такой приличный размер, такой аппарат вдали от цивилизации время отдыха может заливать прекрасным качеством звучания. А так, большой динамик и крупный дисплей – это более высокое энергопотребление, и в этом плане модели 310 и 380 остаются лучшими, хотя более точные результаты потребления тока измерим далее в ролике. Регулятор перемещения частоты здесь один из лучших, если не самый лучший. Для ручной настройки очень плавный шаг перемещения. На ручке регулятора для удобства вращения есть насечка, тогда как на более старых моделях есть определенный ступенчатый шаг перемещения волкодера. Здесь же идет более такое непрерывное перемещение как в плане механического вращения, так и отсутствие прерывания при ручном сканировании эфира, то есть громкость, так называемый эффект soft mute, правильнее говоря, при перемещении на другую частоту появляется то самое приглушение звука, которое многим никак не привыкать. А здесь как раз таки нет никакого затухания звука, в общем безграничное живое перемещение по частотному диапазону, как на советских радиоприемниках. Снизу на приемнике есть вот такие резиновые вставки для удобства фиксации на плоскости. Также снизу расположена кнопка Reset для сброса настроек на заводские по умолчанию установки. Второй регулятор это, так как во многом зависит от шага частоты и играет важную роль в однополосной модуляции для управления шагом частоты синтезатора, поскольку на самом приемнике основной шаг идет достаточно крупный, и для более точной подстройки с помощью данного регулятора можно очень точно встать на нужную станцию. В качестве акустического демпфера сопротивления используется вот такая панель перфорации. Ну и что еще можем видеть, это гарантийные голограммы, и еще для более надежной фиксации на плоскости выдвигается вот такая дополнительная опорная ножка. Стандарт здесь указан R6, это привычный для нас как обычные элементы питания типа размера стандарта 2А или просто в народе пальчиковые батарейки. Ну и установить такие можно 4 штуки, хотя лучше бы ставили сюда столько же, но стандарта 18650, а еще лучше 21700. И третий регулятор вращения на приборе позволяет регулировать громкость. Плюсом данного регулятора является сохранять уровень громкости при выключении и включении приемника. И данный потенциометр имеет достаточное количество оборотов, что позволяет более точно подстраивать, регулировать уровень громкости. То есть регулятор вращается от упора до упора, но не бесконечно. Телескопическая антенна довольно крупного размера, и длина достигается почти 90 сантиметров. Но для тех, у кого КВ-диапазон имеет достаточно низкий уровень сигнала, есть вот такой выход стандарта mini-jack 3,5 мм, куда можем подключать внешнюю антенну. И радиостанции с низким уровнем сигнала действительно приемник отлично вытягивает. Снизу идет такой переключатель, возможность регулировать чувствительность на случай приема близких станций с мощным сигналом, либо можно устанавливать максимальную чувствительность для приема слабых сигналов от более отдаленных радиостанций. Следующий переключатель, который имеет всего два положения, это, так сказать, некий эквалайзер, который позволяет регулировать уровень высоких и низких частот.
Далее идет снова гнездо стандарта mini-jack 3,5 мм. Это уже выход для наушников, также которые с успехом можно использовать в качестве AUX выхода для подключения вот таких мощных динамиков и создания масштабного звучания. Разумеется, работая в коммутации с хорошим усилителем мощности. И крайнее это гнездо для зарядки или непосредственно для работы приемника. И при наличии установленных никель-металл гидридных аккумуляторов на дисплее начинает бегать индикатор, и элементы питания начинают получать запас тока. Удерживая нажатой данную кнопку, можем включать-выключать функцию зарядки в зависимости от того, какие элементы установлены в приемнике. Кнопки здесь все сделаны из пластика, имеют характерный отклик нажатия. На правой части расположены более мелкие кнопки, и тактильно может даже неплохо, но все-таки хотелось бы, чтобы кнопки были чуть повыше. По размеру и вылету напоминают как на более обновленной модели 320, хотя это проблема для тех, у кого большие пальцы. Красная кнопка на приборе, кнопка включения. Есть два способа включения. При удержании нажатой кнопки начинает мигать значение ON, то есть включается функция автоматического отключения или так называемый режим сна, и с помощью регулятора можем устанавливать необходимое время задержки перехода в спящий режим, и максимальное значение, которое можно установить, 120 минут. Теперь выбираем любое значение, и как видим, на дисплее появляется вот такой значок в виде импровизированного спящего человека на кровати. И теперь радиоприемник будет автоматически отключаться в соответствии с заданными параметрами времени. А для того, чтобы выйти из данного режима, снова удерживаем кнопку нажатой, и теперь с помощью регулятора выбираем значение ON, то есть включение, и приемник переходит в обычный режим работы, то есть выходит из режима автоматического отключения. И второй способ: с помощью короткого нажатия можно включать, либо с таким же коротким нажатием выключать радиоприемник. Теперь на выключенном радиоприемнике рассмотрим дополнительные функции, заложенные в кнопках. Удерживая нажатой кнопку 1, можем выбирать начальную границу FM диапазона. Из доступных трех вариантов, начиная с 76 МГц. Таким образом, можем регулировать охват высокочастотного КВ диапазона. Удерживая нажатой кнопку 2, таким образом можем включать-выключать возможность приема длинных волн. И с помощью третьей кнопки, удерживая нажатой, на этот раз включаем шаг диапазона, то есть выбирать в нашем случае это европейская сетка, либо еще раз удерживая нажатой, можем переключаться на американский стандарт шага диапазона частот. Удерживая нажатой кнопку 5, включается какая-то пока что непонятная для меня функция. Таким же образом и отключается, а удерживая кнопку 0 нажатой, уже включается защита от случайного нажатия кнопок. Как видим, перестает реагировать даже кнопка включения, и на дисплее появляется вот такой значок. А чтобы выйти из данного режима, снова удерживаем данную кнопку нажатой. Есть еще кнопка Delete, удаление, она же совмещенная кнопка выбора при вводе частоты с помощью клавиатуры. И еще одна функция на выключенном приемнике: удерживая нажатой данную кнопку, на дисплее появляется вот такой бегунок, то есть идет сортировка радиочастот по мере возрастания и правильной последовательности ячеек памяти. Но это если ранее производились различные поиски и сохранение радиостанции производилось в ячейках памяти в произвольной форме.
Данная кнопка Light позволяет включать и выключать функцию подсветки дисплея, поскольку на большом дисплее большое потребление тока, и функция в большей степени пригодится только в темное время суток. И здесь есть отличная функция полного отключения подсветки, и как видим, такой режим позволяет прилично экономить заряд элементов питания. Но если на выключенном приемнике удерживать нажатой кнопку 5, то неизвестная функция, и теперь, как видим, полностью отключить подсветку дисплея не получится. И в данном режиме при любом касании, как видим, дисплей начинает гореть, но так, чтобы подсветка дисплея могла гореть бесконечно, пока такой функции здесь еще не заметил. Хотя тоже было бы очень полезно. Отлично реализована и равномерная подсветка по всему дисплею, комфортная для глаз и отличные углы обзора практически под любым углом. Хотя по части яркости дисплея, особенно в темноте, видим сбоку, есть незначительная разница в яркости. Рядом с кнопкой включения расположены кнопка времени и две кнопки таймера. На основной строке располагается текущее время, в правом верхнем углу уже чередуется время срабатывания таймера, так скажем, первого и второго будильника. Чтобы настроить часы, удерживаем нажатой данную кнопку, начинают мигать часы, и с помощью регулятора устанавливаем соответствующие параметры времени. И еще раз нажимаю кнопку Time, на этот раз начинают мигать уже минуты, и точно так же с помощью регулятора устанавливаем соответствующие параметры времени. И чтобы сохранить результат, снова нажимаем данную кнопку. Для установки параметров будильника, таймера, все точно так же повторяем операции, как для настройки часов. И таким же образом настраивается и второй будильник. А для того, чтобы задействовать будильники, достаточно короткого нажатия на соответствующие кнопки. И при включенном режиме, как видим, на дисплее появляются вот такие индикаторы, соответствующие каждый для своего будильника. Рядом с индикатором заряда располагается индикатор уровня сигнала, отношения сигнала и шума. Хотя на некоторых приемниках этот уровень отображается еще более точным образом, выражается в децибелах. Ценная функция, которая полезна и в большей степени для контроля и регулировки чувствительности при слабом сигнале от отдаленных радиостанций. К примеру, если работать с хорошей внешней антенной, ну и простого визуального контроля. По данному регулятору еще раз хочу заострить ваше внимание. Смотрим на достаточно точную и достаточно тонкую настройку с шагом 10 кГц. А если же начинаем вращать регулятор более быстрым темпом, и на дисплее вместо режима слов, то есть вместо медленного, появляется режим Fast, то есть более быстрое перемещение по частотному диапазону. И теперь шаг перемещения меняется на 100 кГц. А после незначительного простоя приемник снова возвращается в режим тонкой настройки, то есть режим грубой и точной настройки приемники реализовано полностью в автоматическом порядке. Но для тех, кому хочется выбрать только один режим, к примеру, только тонкая настройка, и здесь, как видим, даже при быстром вращении волкодера режим слов не переключается. Но если удерживать кнопку Light, правильнее говоря, совмещенную функцию Step, шаг, и таким образом можно выбрать режим только быстрой настройки, то есть режим Fast, либо еще раз удерживая нажатой данную кнопку, снова возвращаемся в автоматический подбор быстрой или более тонкой настройки. Для тех, кому нравится напрямую с клавиатуры вводить частоты, то здесь тоже, как видим, нет никаких проблем. Все спокойно работает.
Теперь проведем небольшое такое сравнение по качеству звучания, поскольку здесь ценовая категория почти 3 раза отличается, и было бы более правильным сравнивать с моделью 990. А теперь слушаем. Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться, и корова, и волчица. Эти стихи мы слышим раньше, чем начинаем говорить. А когда становимся родителями, читаем своим детям. Доктора Айболита знают все. Долгое время считалось, что Айболит – это переведенный и переработанный доктор Дулиттл из книг Хью Лофтинга. Но вот что рассказал Чуковский о своей сказке читателям «Пионерской правды». Написал я ее очень-очень давно, а задумал написать еще до Октябрьской революции, потому что познакомился. Тексан, если могли заметить, легкий бумажный динамик создает более такое бархатное звучание, особенно в голосовой речи, а так музыкальные сцены и проигрывание различных жанров на данном приемнике почти не уступают более дорогому прибору, но если кому интересно, можно сделать более глубокое сравнение по качеству приема и по качеству звучания этих приборов в отдельном ролике. Общий призовой фонд составит 11 миллионов рублей. Официальный курс доллара на завтра 75 рублей 25 копеек, евро будет стоить 80-10. Хорошая выразительная передача речи, и даже при достаточно длительном прослушивании радиоприемник эфир не напрягает слух. Сейчас будем слушать и средние волны. С появлением более теплых дней проведем обзоры и на другие модели радиоприемников. Теперь слушаем. Товаров должны быть в реестре участников онлайн-торговли. Если их там нет, значит продавец нелегал и не имеет права продавать. Пока еще светло, но приемник, как видим, неплохо принимает и такой тип уязвимых частот амплитудной модуляции. Сейчас проверим и в ночное время суток данный диапазон. Слушаем. Satisfăcând una din cerințe a lui Stalin. Спустился в рабочее кресло и положил руки на подлокотники. Он не спеша поднял глаза на гостью. Когда поняли, что случилось, при виде того, как их горячо любимый брат Pentru Groza s-a comportat ca un lider. Și același lucru este valabil, poate mai mult valabil cu Basatul. Comunismului, adică ideologică, spune. ideologică, da? Sau în care, dincolo de Что на средних, что на коротких, за исключением FM диапазона, как видно на дисплее появляется такое значение, и с помощью данной функции позволяет регулировать ширину полосы пропускания, хотя данной функции нет и в авиадиапазоне. А на включенной данной функции появляется и вот такой индикатор в виде самолета.
В данном режиме не вижу функции включения-выключения шумоподавления, но судя по ощущениям, данная функция задействована в автоматическом порядке, поскольку даже на максимальной громкости все достаточно тихо, даже при отсутствии сигнала или даже отсутствии несущей. Хотя на уровень шума еще может повлиять и на какую антенну принимается сигнал, и в зависимости от выбранного положения, чувствительности близкой или дальней станции, то положение переключателя также может повлиять на уровень шума. Углов видимость 2600. Нет, значительная 150. Сплошная 300. Данный режим прекрасно работает даже на приличном отдаленном расстоянии от радиовещания. Для автоматического поиска каналов на выбранном диапазоне удерживаем нажатой кнопку, и, как видим, идет сканирование, сохраняя радиостанции с присвоением соответствующей ячейки памяти. И, как могли видеть, успешно сохранились 21 радиостанция. И теперь уже с помощью волкодера вместо перемещения по частоте можем перемещаться по радиостанциям, что значительно удобнее, чем бесконечно крутить волкодером, продлевая тем самым ресурс данного механизма. А если нажать кнопку Page, переключаемся на вторую страницу, и здесь уже можно произвести независимое сканирование. Очень полезная функция на случай, если кто любит или обязан перемещаться по разным регионам. То есть сохраняется основной привычный список каналов, и во втором разделе это уже отдельный второй список радиостанций. И таких страниц в приемнике, как видим, 12 штук. В приемнике есть еще функция, которая позволяет сохранять радиостанции уже в ручном порядке. Для этого сперва выбираем необходимую частоту, далее удерживаем нажатой кнопку Memory, память. Начинает мигать ячейка памяти, и тем самым приемник предлагает выбрать любую из доступных от 0 до 99 ячеек памяти, и спустя немного времени радиостанция сохраняется в заданной ячейке памяти. И, как вы уже могли догадаться, на данном диапазоне суммарно можно сохранить внушительных 1200 каналов. Теперь будем смотреть и КВ-диапазон, режим однополосной модуляции, и для удобства перемещения по столь широкому охвату частотного диапазона организованы короткие поддиапазоны, а для тех, кто ориентируется по длине волны, то здесь можем видеть длину в метрах в зависимости от выбранного частотного диапазона, вернее от выбранного диапазона частот. А охват частотного диапазона здесь полноценный, начиная с 1700 кГц и, как видим, максимум до 30 МГц. На данном частотном диапазоне можно задействовать и функцию синхронного детектирования, который позволяет поднять качество приема и снизить коэффициент нелинейных искажений. Также повысить уровень отношения сигнал-шум и селективность приемника по соседнему каналу. А с помощью отдельной кнопки SSB уже в однополосной модуляции можем выходить на верхнюю или нижнюю боковую полосу. А теперь все это дело слушаем. Пока не забыл еще такой момент: если уже не требуется перемещение по радиостанциям, а нужно перейти в ручное сканирование, то с помощью данной кнопки, как видим, волкодер переключается в режим обычного ручного поиска. А если снова потребуется перемещение по радиостанциям, то снова данной кнопкой можем переключиться. И теперь слушаем.
Так, пожалуйста, вот Евросол. Пишу без очков, так царапкаю, а потом не могу сам понять, что тут нацарапкал. Еще торопишься, стараешься быстрее написать, а потом сам не поймешь, что написал. Прекрасно звучит станция до +5. Сейчас посмотрел, жадный с метра мой отмечает сигнал. Так что все здорово, красиво, без проблем. Здесь, как можем наблюдать, не скучно, и вопрос по дальнобойщикам, тут тоже все отлично. С гражданским, так называемым CB-диапазоном все понятно, а сейчас немного и про общий SV-диапазон. Похоже, и сюда тоже кто-то залезает. Когда Феденко во второй раз был назначен правителем округа, Только имя и фамилия или название какого-нибудь чиновного ведомства. Это было всего несколько... По имени Бесселин. Его изобретение относится к первой половине XI века. زیادی کردوار شرکانی کرماشان اخواست شاشون ششته روز مرگ لخنن شینن Without growing the footprint. If economic growth leads to these higher standards, เขารับง่ายแล้วน้องมาวันไหนดี Continue the economic. Данный коротковолновый диапазон, как можем видеть, местами очень плотно загружено. At the same time maintaining economic development. شانزدن و آمریکا طولین آمریکا یا پیش سازی بریوانی جی هات موجود طولین آمریکا یا بیش از 20,000 نفر. У этих приемников есть еще такая ценная функция: при достаточно глубоком разряде и даже при извлечении элементов питания часы и проведенные настройки не пропадают. Есть еще один способ фиксации на плоскости, на этот раз с помощью опорной ножки и с таким определенным наклоном.
Для сохранения радиостанции здесь, как можем видеть, внушительное число ячеек памяти. Не знаю, где еще столько можно увидеть. И если еще кто-то сомневается по качеству работы данного приемника, то в сравнении с простыми цифровыми приборами применением прямого преобразования здесь как раз таки идет настоящая двухконтурная система. Если и этого кажется кому-то мало, то тогда, думаю, есть смысл взглянуть на 990 модель. Там уже преобразование идет 2+1. Теперь заглянем и в начинку прибора. Благодаря вашей поддержке канал набирает популярность, поэтому и дальше не жалейте лайки. Также будет полезно, если оставите много комментариев. Для кнопок дополнительная силиконовая прокладка. Работу без элементов питания поддерживается с помощью этого уже внутреннего накопителя энергии. Снизу можем видеть вот такие кнопки. Это тактильные кнопочные микропереключатели, которые отличаются хорошим сроком службы, ну и отличной ремонтопригодностью. Динамик, как могли слышать звучание, сделано из бумажного диффузора, и звук из него утекает такой же хороший, как на советских телевизорах, где применялись примерно такого плана акустическую систему. А сопротивление в 12 Ом, и с такой нагрузкой меньше всего нагружает усилитель, и видимо поэтому приемник даже на самой тихой громкости в динамике практически невозможно услышать фоновый шум. Еще один такой минус — крепление динамика на пластик с помощью клея. Сейчас, конечно, это все держится крепко, но сложно представить, что с ним будет спустя приличное время. Это еще один такой существенный недостаток в данной ценовой категории. И очень надеюсь, что производитель нас услышит. По начинке, если еще были сомнения, то здесь видно все позаимствовано с прошлой модели. Над элементами есть еще такая небольшая сборка, предположительно защита от превышения по напряжению. Пробуем заглянуть еще дальше. Под дисплеем также сборка идет снова от 660 модели. Здесь приемник собран на достаточно сложной схеме, и у многих пользователей есть попытки доработки и совершенства данного прибора, хотя такой заводской сборки играет и принимает заметно лучше других приборов. И по части доработки в основном это ранее были модели с версией сборки 2013 года, тогда как здесь комплектуется сборкой версии 2020 года. И по общему представлению пока что как по качеству приема, так и по качеству звучания, по ощущениям из личного опыта, принимает и играет ничем не хуже. Несмотря на неплохое качество пайки, сборки, в том числе и маркировки компонентов, все-таки видны и местами большое количество неотмытого флюса, и предположительно эти приемники пока еще не удается полностью автоматизировать производство. Отсюда и, наверное, складывается более высокая стоимость приемника. По части амплитудной модуляции здесь даже работает лучше всех. И это, наверное, благодаря наличию приличных размеров ферритовой антенны. Проверим сейчас и потребление тока. Устанавливать напряжение будем 5 вольт. Это примерное напряжение 4 аккумуляторов. И здесь можем наблюдать мизерный ток потребления в фоновом режиме. Но это может быть и зарядка встроенной емкости или даже конденсаторов. На включенном приемнике уже ток поднимается до 50 мА. Это на нулевом уровне регулятора громкости. Довольно таки большой ток. И на средней громкости уже видим, ток поднимается даже более 80 мА, а увеличивая громкость еще больше. Заставил сырые вещи собрать и погрузить на барку. Спешить нужно было.
ток, как могли видеть, уже поднимается больше 200 мА. Это, конечно, очень много. В зависимости от громкости приемник способен работать в течение от 5 до 15 часов. В другом частотном диапазоне ситуация еще хуже, ток потребления уже почти 300 мА, а на КВ диапазоне уже переходит планку даже в 300 мА. А с таким током уже элементы можно разрядить в течение 3 или 4 часов. А для авиадиапазона, на удивление, ток менее даже 100 мА. Если брать средние показатели громкости, комфортные для прослушивания в тихой, спокойной обстановке, то это 75 мА. И с таким потреблением слушать можно без перерыва до 12 часов. Если же заменить элементы питания с емкостью в 2 раза больше, а их в природе существует такого типа размера, тогда автономность на таком уровне громкости приемник без перерыва сможет играть в пределах 1 сутки. И по энергоэффективности это ничем не лучше, например, 330 модели. Несмотря на плохую автономность, реализация компонентной базы, в том числе отличного экранирования и как результат отличное качество звучания при достаточно хорошем уровне сигнала, особенно на КВ-диапазоне. А так, для любителей глубоких низких частот здесь все-таки применяется единственная широкополосная акустическая система, и некоторым низкие частоты могут показаться не такими глубокими даже при включенной функции. А так, по высоким частотам здесь наоборот нет никакого яркого звонкого металлического эффекта. И самый большой плюс данной головки — это отсутствие фазовых искажений. Поэтому и сегодня по всему миру все еще очень много поклонников данной акустической системы, поскольку для такого рода динамика не требуется настраивать сложные кроссоверы, и сам по себе отсутствие такого фильтра позволяет максимально близко передавать, особенно среднечастотный диапазон, передача голосовой речи, и как результат очень детальная музыкальная сцена. И такой радиоприемник даже при достаточно длительном прослушивании нет чувства утомления. Осталось еще небольшое сравнение. Здесь тоже попробуем оценить общее качество звучания. В комментариях можете писать, что вам больше понравилось. Хильда, Изабель и Луиза принимают ванну каждое утро, как и я. А эти дети выглядят так, будто никогда в жизни не мылись в ванне. Там и вправду очень грязно, заметил Бруно. Но, может быть, у них нет ванн? Какой же ты дурак! Воскликнула Гретель, хотя и постоянно твердили, что нельзя называть брата дураком. Что это за люди, у которых нет ванн? Не знаю, задумался Бруно. Это люди, у которых нет горячей воды. Гретель еще несколько секунд смотрела в окно, потом передернула плечами и отвернулась. Я возвращаюсь к себе рассаживать кукол. Из моей комнаты вид несравненно приятнее. С этими словами она удалилась, а брат ее напоследок задумался вот о чем. Наблюдая за сотнями людей, занятых своим делом, он отметил, что все они, маленькие мальчики, рослые парни, отцы, дедушки, дядюшки и одиночки, бродившие сами по себе с таким потерянным видом, будто у них не было никаких родственников, все они одеты совершенно одинаково. Серые полосатые пижамы. Не знаю, как вам, но на этом приемнике, возможно, из-за более компактного размера динамика, так скажем, размахивать легким диффузором куда проще, и передача общей атмосферы показалась куда более воздушной и более выразительной. И по питанию, если сюда тоже могли бы поставить два элемента питания стандарта 18650, то этот приемник сложно представить, насколько мог бы стать популярным в мире. Спасибо за просмотр, до новых встреч!